Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PS. Совершенно неожиданно, но сегодня в игре Konami объявили, что уже в предстоящий четверг eFootball обновится до версии 2.3.0. Как мы с вами уже неоднократно говорили, декабрь это тот самый месяц, когда в игре ожидаются первые оффлайн режимы. Ну и конечно же кроссплатформенность. Однако до недавнего времени Konami ничего об этом не говорили, никаких обновлений не было, и вот вам пожалуйста. Уже вскоре с версии 2.2.0 мы перейдем на версию 2.3.0. Что нам стоит ожидать в этот четверг? Будет ли это стоящее обновление? Обо всем этом и другом предлагаю поговорить в сегодняшнем видео. Как и всегда, устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, ну и делитесь своим мнением в комментариях. Ну а мы начинаем. По традиции у нас есть несколько вариантов развития событий, а если быть точным, то два. Первый из них это просто небольшое обновление, которое обновит экзешник и ничего нового в игру не привнесет. И второе, это обновление, которое привнесет какие-нибудь там мини-режимы или новые ивенты, которых в игре не было ранее, и все в таком роде. И давайте же рассмотрим каждый из них поподробнее. Начнем со второго. Если же вы следите за нашей группой ВКонтакте или же за моим телеграм-каналом, то вы наверняка знаете, что время от времени в базе данных Steam обновляется файл игры, благодаря которому мы можем отследить, тестирует ли Konami новый контент в игре. Как правило, он скрыт от игроков и просто отображается в базе данных. И именно перед его обновлениями в игре что-то да появлялось. И на протяжении этого месяца данный файл обновлялся уже несколько раз, причем с интересной периодичностью, что дает понять, что обновление не за горами, и судя по всему, Konami тестирует что-то интересное. Это могут быть как и режимы, так и та же самая кроссплатформенность, кто знает. И вполне возможно, что Konami что-то тестировали, что связано с версией 2.3.0, которая уже ожидается в этот четверг. Хотя, с другой стороны, представить на самом деле тяжело. Это не обновление до версии 2.5 или 2.6, а поэтому рассуждать о том, что в игру завезут полноценные новые режимы или какой-то там DLC, тоже на самом деле трудно. И медленно, но верно мы перетекаем к первому варианту развития событий, а именно то, что данное обновление это лишь небольшое обновление экзешника, например. Потому что сами Konami ни о чем не упоминали касаемо контента, а только проанонсировали, что игроки получат одну бесплатную сделку после обновления. Может быть, они обмолвятся о чем-то за день до этого обновления, проанонсируют какие-то изменения в игровом процессе или просто проанонсируют какие-нибудь режимы, кто знает. Но лично мне это кажется крайне маловероятным. А поэтому в лишний раз не стоит завышать ожидания, что добавят те или иные режимы или появится кроссплатформенность. Да, Konami сами заявляли о том, что все это ожидается в конце года. Вот же опять пример из их официального твиттера. Но кто знает, что они подразумевают под этим концом года. Они подразумевают один месяц, а именно декабрь или же конец декабря, кто их знает. Поэтому все расплывчато и, как всегда, без конкретики. Возможно, это мини-обновление станет небольшим подспорьем, кто знает, но опять же на что-то больше рассчитывать не приходится. С другой стороны, если бы это было маленькое обновление, которое просто обновляет экзешник, оно бы было, там, я не знаю, под нумерацией 2.2.2 или 2.2.5, но не 2.3.0. Если вы не запутались во всех цифрах, которые я назвал, респект. Однако, какой смысл гадать, когда уже вскоре мы узнаем, что из себя представляет данное обновление. Поэтому, чтобы не пропустить все новости касаемо данного обновления до его релиза, после его релиза, обязательно подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на наши соцсети, где все новости появляются в первую очередь. Ну а сейчас же я буду ждать ваш лайк под этим роликом и ваше мнение в комментариях, что вы думаете касаемо данного обновления. Ну а на этом у меня все. Я всех благодарю за просмотр, желаю вам всем удачи и самое главное терпения в eFootball. До скорых встреч!